Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами испечем шоколадный пирог с творогом. Я уверена, что многие помнят этот пирог из своего детства. Мне мама такой пекла, я пекла своим детям. Мне захотелось вам напомнить этот рецепт. Это очень быстрая и вкусная выпечка к чаю. Давайте приступим. Вначале нужно замесить тесто. Тесто шоколадное. Для него нам понадобится мука 300 грамм, какао 45-50 грамм или 2 столовые ложки с верхом, 190 грамм сахара, чайная ложка разрыхлителя, 2 столовые ложки сметаны, щепотка соли и 180 грамм растопленного сливочного масла. То есть масло было 180 грамм, я его растопила. Вначале в чашке соединим все жидкие элементы. Перельем масло, в него добавим щепотку соли и сметану. Все хорошенько перемешаем. Добавим сахар. Еще перемешаем. Отставим пока в сторону. Соединим сухие продукты. В муку добавляю разрыхлитель и какао. Аккуратно перемешиваю. Теперь наша задача ввести сухие продукты в жидкие. Будем это делать постепенно. Сначала высыпаю часть муки с какао. Перемешиваю венчиком, пока это возможно. Когда тесто станет уже таким густым, буду замешивать рукой. Я выложу его на доску, чтобы удобнее было месить. Тесто крошится, но задача его собрать в комок. Теперь я разрежу на 2 равные части. Каждую часть заверну в пищевую пленку. Теперь в таком виде тесто нужно отправить в морозильную камеру на полчаса. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы тесто замерзло, стало твердым, и мы его могли спокойно натереть на терке. Пока тесто замерзает в камере, приготовим творожную начинку. Для начинки мне понадобится 500 грамм творога. У нас продаются пачки по 180 грамм, поэтому у меня получится немножко больше. Это ничего страшного. Обращаю внимание, что творог у меня мелкий, то есть практически как протертый. Вот желательно такое и брать. Если у вас творог крупнозерненый, тогда его лучше протереть через сито. Творог нужно раздавить вилкой. Добавить к нему 90 грамм сахара. Теперь в него хорошо добавить ванилин. Если у вас пакетик ванильного сахара есть, добавляйте пакетик ванильного сахара. У меня вот такой экстракт ванили. Я примерно пол чайной ложки налью. Опять перемешиваем. И последний ингредиент — яйцо куриное. Добавляем 1 яйцо. Хорошенько перемешиваем. Все, начинка готова. Осталось приготовить противень и дождаться, пока замерзнет тесто. Прошло полчаса. Я достала из морозильной камеры тесто. Оно хорошенько замерзло. Теперь наша задача натереть на терке первый слой пирога. Я приготовила противень, застелила его силиконовым ковриком для выпечки. Если у вас нет коврика, можно застелить пергаментом для выпечки. Одну часть разворачиваю и на крупной терке буду натирать. Натирать нужно так, чтобы равномерно крошка распределялась по противню. Первый слой натерла. Равномерно распределяю крошку. Теперь на первый слой крошки нужно выложить творожную начинку и распределить ее по всему противню. Начинка достаточно жидкая. Аккуратненько ее распределяем. Не очень удобно ее распределять, потому что прилипает нижний слой пирога. Надо постараться. Сложно только в начале. Потом уже, когда более-менее распределишь,
то сверху ложечкой пройтись, и она ровненько ляжет, начинка. И теперь опять натираем сверху крошку из теста. Посмотрите, какая красота получилась. Теперь отправляем пирог в духовку на 30 минут выпекаться при температуре 180 градусов. Пирог наш испекся, я достала его из духовки, он уже успел остыть. Будем нарезать его на кусочки. Вот такие кусочки пирога у нас получились. Полоска теста, творог, еще полоска теста. У меня эти кусочки получились невысокие, потому что противень большой. Если взять противень меньше, то кусочки будут повыше, но тогда и время на выпекание нужно не полчаса, а побольше. Ну вот, друзья, мы испекли с вами шоколадный пирог с творожной начинкой. Этот рецепт хорош тем, что он универсальный. Заменив буквально несколько продуктов, можно получить совершенно другой пирог. Например, не ложить в тесто какао, тогда тесто будет белое. Начинку можно заменить на варенье, которое можно загустить манкой. Рецепт, как это сделать, есть на моем канале. Можно сделать одну половину теста белую, вторую половину теста с какао. Тоже будет очень вкусно и интересно. То есть фантазию приложить хозяйке есть где. Я желаю вам всем приятного аппетита. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень приятно ваше внимание к моей работе. Я желаю всем здоровья, счастья. До встречи на моем канале.